Gurave Gaura Chandaya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namah Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. So first of all I offer pranams to our Gurudev, Vishnupada Dandi Swami Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, our Rupanuga Guru Parampara, all devotees, thank you for coming. В первую очередь я предлагаю пранамы моему Гурудеву Ом Вишнупад Принали с вами Шишима Бхактивиданта Нараяне Госвами Махараджу, всей нашей Рупануга Гуру Варги, а также всем преданным спасибо, что пришли. So, morning time, we're teaching some philosophy, По утрам мы говорим об учении, о философии, reincarnation, что такое реинкарнация, karma, карме, fruitive activity, о результате деятельности, the destination given by different types of action. о пункте назначения, к которому нас приводят различные виды нашей деятельности. So philosophy like foundation. Философия – это основа. No foundation cannot build anything. Без основы, без фундамента невозможно ничего построить. But only foundation is not the goal. Но фундамент не является единственной целью. After Stoika should be some building. После стройки должно появиться здание. So our goal is not just philosophy or knowledge. Our goal is love of Krishna, service to Krishna. Поэтому наша цель – это не просто философия или знание. Наша цель – это любовь к Кришне, служение Кришне. Lokavattu lila kaivalyam prayojanam. Our goal is to enter the pastimes of Krishna. Наша цель – это войти в игры Кришны. Сейчас придет изображение. Okay. What's her name? Lana, right? Лера, да? Лера. Our goal is to enter the pastimes of Krishna. Наша цель – это войти в игры Кришны. What is Krishna doing in the spiritual world? Чем занимается Кришна в духовном мире? What is God doing? Чем занимается Бог? Pastimes. Игры. Совершает игры. Transformation of his own ecstasy. Это трансформация его собственного экстаза. Baladev Vijayabhushan gives an example. Баладева Видябушина приводит пример. One man who's drunk, he begins to dance. Пьяный человек начинает танцевать. Why he does Singha Почему он так делает? Экстаз чувствует. Yeah. Too much happy. Он слишком счастлив. Then he dances. И тогда начинает танцевать. Of course, these material examples are not perfect. No? Конечно же, это материальный пример, поэтому он несовершенен. Because next morning he have headache and many other Потому problems. что на следующее утро у него болит голова. But someone have too much bliss, this bliss manifests as pastimes. Но когда человек чувствует слишком много блаженства, он выражает это в своих лилах, играх. So that is not material pastimes or material transformation. И эти лилы Кришны — это не материальные игры, это не материальная трансформация. Pastimes of Krishna's own bliss. Игры Кришны переполнены блаженством. So try to hear this. No? Постарайтесь послушать об этом. No? Nityarupa's mother said very strange last night. We were talking pastimes of Krishna. Вчера мы говорили об играх Кришны, и мама Нитярупа сказала, что это все очень странно. Strange, not good word. Странно — это неплохое слово. Extraordinary, that is possible. Возможно, они немного экстраординарны. So in Sanskrit, extraordinary is called chamatkar. А на санскрите необычно экстраординарный называется чаматкар. So chamatkar is the essence of happiness or ras. Чаматкар — это суть всего счастья, всей расы. If we put Shamlata in a room for 5 days, will she feel any ras? Если мы поместим Шрималату в закрытую комнату на 5 дней, будет она чувствовать Any какое-то happiness? No. какое-то счастье? Нет. No variety, Никакого разнообразия, no one to talk to, не с кем поговорить, nothing to read. нечего почитать. So even in this world, variety or astonishment gives happiness. Даже в этом мире разнообразие или что-то удивительное дает счастье, дает вкус. Why we're so happy when we go on holidays? Почему мы так счастливы, когда отправляемся на каникулы? Brajbala, remember the happiness of first marriage?
Вриндавана, помните счастье, когда вы только вышли замуж? Помню. What happened? Что случилось с тех пор? So when something is new or astonishing, it gives taste. Когда что-то новое или изумительное, это дает нам вкус. So Krishna's pastimes, this give astonishment to him and to everyone, therefore give everyone so much taste. Игры Кришны изумляют его и всех остальных, поэтому дарят им вкус счастья. Okay, so that much more there is astonishment, that much more taste. Чем больше изумительного, тем больше счастья. When the highest acts like the lowest, that is astonishing. Когда самое высшее ведет себя как самое низшее, это удивительно. When Krishna begs fruit, Когда, astonishing. например, Кришна просит фрукты, молит, чтобы ему дали фрукты. All those things we heard last night. Обо всем этом мы слышали вчера вечером. So, Krishna stayed in the village of Vrindavan for 16 years. Кришна жил в деревне Вриндавана 16 лет. 15 years, 8 months, 2 weeks. На самом деле 15 лет, 8 месяцев и 2 недели. There he tasted pastimes of childhood, babyhood, childhood and kisor. Он совершал игры младенчества, детства и юности. So his kishor pastimes topmost. И самые возвышенные игры Кришны – это игры в юности. That is Krishna's eternal age. Это вечный возраст Кришны. 15 years, 8 months, 14 days. 15 лет, 8 месяцев и 2 недели. Eternally youthful. Он вечно юн. You never see picture of Starry Krishna, Мы никогда не видели изображения старого Кришны. right? What's her name? Yana. Go on Google. Яна, погуглите. Krishna. Кришна там наберите. Millions and millions of photos, drawings, pictures, Там миллионы vigrahas. фотографий, изображений, картинок появится. But no Starry Krishna. Ни одного старого Кришны. Wheelchair Krishna. Ни одного Кришны на этой кресле кача. No Krishna with glasses, walking В инвалидном stick. кресле. Никакого нет Кришны в очках, с White палочкой, hair. с тросточкой, с седыми волосами. Stomach coming out, Или с животом уже таким отвисшим, like singing river. как у Симха. No, cannot find. Нет, он не такой. Always youthful. Он всегда юн. So, 15 years, 8 months, 14 days he stayed in Vrindavan. Итак, 15 лет, 8 месяцев и 2 недели он жил во Вриндаване. That is considered the topmost pastimes. И это считается самыми возвышенными его играми. The Krishna's sweetness reaches its topmost limit. Это тот момент, когда игры Кришны достигли самого сладостного момента. But still he also performed pastimes in other places. Но все равно он также совершал свои лилы, игры и в других местах. So also very wonderful. И они также замечательны. Krishna came to this world for many reasons. Кришна пришел в этот мир по многим причинам. Why would God come to this world? Зачем Господу приходить в этот мир? Lera, why? Лера, почему? Зачем ему нужно приходить в этот мир? He ran out of smitana there. Им что, там сметаны не хватает? Why would he come here? Зачем ему сюда приходить? What purpose does he have to fulfill? Какая у него есть цель, которую необходимо достичь? Is he lacking anything? Он что, ему чего-то не хватает там? Может быть, нас. Maybe there are no us. That's why it's so good up there. Вот поэтому там так и хорошо, что там нас нет. Here everyone full of lust, greed, Там нету, enviousness. там нету ни вожделения, ни жадности, Selfishness. ни зависти, ни эгоизма. So there is very nice, none of that Там is очень хорошо, там ничего этого нет. there. Only liberated souls can go there. Только освобожденные души могут отправиться туда. But what you said is not incorrect. No? Но все, что вы сказали, это не так уж неправильно. We have forgotten him. Это мы забыли его. We are suffering. Мы страдаем. All this morning we talked about that. Все утро мы говорили об этом. So Krishna comes to this world for two reasons. Some internal reasons, some external Итак, reasons. Кришна приходит в этот мир по двум причинам. Есть внешние причины и внутренняя причина. Internal and main reason is to enjoy. Внутренняя причина и главная причина – это чтобы наслаждаться. Prem ras nirjas korite swadam, to taste his own pastimes. Чтобы испытать вкус собственных игр. And also to give mercy. И вторая причина внешняя, чтобы дать милость. So the souls in this world can see him or hear about him and become attached to him.
для того, чтобы души в этом мире смогли увидеть его, услышать о нем и стать привязанными к нему. So, Krishna came to Mathura. Кришна пришел в Мадхуру. There he finished many demons. Он прикончил там многих демонов. When irreligion becomes very strong, Krishna manifests. Когда ложные религии становятся очень сильными, Кришна проявляется. In Ufa, we talked about Krishna's pastimes. В Уфе мы тоже говорили Салават, об да? играх, и в Салавате об играх Кришны. There, Krishna killed the big main demon, Kamsa. Кришна убил самого главного демона Камсу. Many others, Chadam, Также многих Mustik, других, Sal, Чарана, Tosal, Муштику, many. многих. You know? So Kamsa was very powerful. Камса был очень могущественным. He had 2 wives, У него было 2 жены, Asti and Prapti. Ашти и Прапти. So when their husband was killed, they went back to their father. Когда их муж был убит, они вернулись к своему отцу. Their father was the great demon Jarasandha. И их отцом был великий демон Джарасанда. So powerful. Очень могущественный. No? These days, all the demons we see in leadership, they are just powered by money or something like that. В Military. наши дни, когда мы видим каких-то демонов, которые правят миром, то это все благодаря просто их деньгам, их влиянию. But Jarasandha was so strong. Но Джарасанда был очень сильным сам по себе. So his history also very astonishing. Его история тоже очень удивительна. His father also had 2 wives, У его отца тоже было 2 жены, but no son. но не было сына. So one rishi performed a sacrifice to have a child on his behalf. Один мудрец совершил жертвоприношение для того, чтобы у его отца появился сын. From the fire came one divine person. Из огня жертвоприношения пришла одна возвышенная личность, божественная личность. And he gave the king some charu. Charu means like sweet rice, but like magic. И он дал царю одну чару. Чару означает как типа сладкий рис, но он не обычный сладкий рис, а какой-то магический. Give this to your wife. Whichever wife eats this, she will have a very powerful son. И он сказал, что какая бы из твоих жен не съела этот рис, у нее будет очень сильный сын. Right, Katyani, paying attention? Так, Катяни, ты вообще слушаешь? She's absorbed in her fingernails. Ты погружена в свои ногти. So, he liked both wives. Ему нравилось, он любил обеих своих жен. So he gave half to each wife. И поэтому он дал по половинке каждой жене. What happened? И что случилось? Each wife gave birth to half a baby. И каждая из жен родила по половине сына. So the king was very sad. Царь очень расстроился. So much work to get a child, now I have 2 half babies. Мне пришлось проделать такую большую работу, чтобы заполучить сына, и сейчас всего по половине сына. Rabiona and Nick. Ребро и ног. So he had their 2 halves thrown in the jungle. И он просто бросил эти 2 половины ребенка в джунгли. So one demoness was living in the jungle. И был один демон, который жил в джунглях. Demon means who eats meat. Демон значит тот, кто ест мясо. Okay. So she saw the baby, she put it together like Subway. И когда он увидел этого ребенка, он сложил 2 половинки вместе, как, скажите мне, как хот-дог, как сэндвич. Subway. Сэндвич. Yeah. So baby began moving. Мальчик начал двигаться. So the demoness became very compassionate. Oh. She brought the baby back to the king. И это была демоница. Она очень испытала какое-то сострадание и вернула этого ребенка обратно. So the demoness, her name was Jara. Демоницу звали Джара. And Sanda means to join. А Санда означает соединять. So the child was given the name Jara Sanda. И этому ребенку дали имя Джара Санда. He was immensely powerful. Он был невообразимо силен. Almost practically he controlled the entire earth planet. So strong. На самом деле он практически контролировал всю Вселенную. No, but he was not devotee. Но он не был преданным. He had other qualities, but devotion was not one of them. Он имел и другие качества, но преданности, вот такого качества в нем не было. So how we judge good and bad? Как мы судим, хорошее что-то или плохое? We judge good and bad only by devotion. Мы можем судить о хорошем или плохом только по преданности. No? Why? Someone may have very bad qualities,
But he begins the process of devotion, quickly he will become purified and perfected. Почему? Потому что кто-то может обладать только какими-то очень плохими качествами, но если он встает на путь преданности, очень быстро все они уходят. Understand? Понимаете? Someone lies, cheats, steals, eats sausage, drinks, smokes cigarette. Кто-то врет, кто-то крадет, кто-то убивает, кто-то ест сосиски, курит сигареты, Does not listen to his mother. не слушается маму. All bad qualities. Все плохие качества. But he begins Hare Krishna, Hare Но если Krishna. он начинает этот процесс, He begins the process of chanting the holy name. процесс воспевания святого имени, What will happen to him? что с ним произойдет? Katya? Shamalata? What will happen to him? Что с ним будет, Шримават? God. She very new devotee. She like. Она очень-очень новенькая, преданная, ничего не понимает. Even he's very bad, but he chants the holy name. All those bad qualities will be destroyed very quickly. Даже если он очень плохой, если он начнет воспевать святое имя, все его плохие качества очень быстро его покинут. She's from ISKCON. Она из Искона. Means like a small spark will burn a mountain of grass to ashes. Точно так же, как маленькая искорка может взять и спалить большое количество травы. So even a little bit of devotion can burn a mountain of faults to ashes. Даже маленькая искра преданности может сжечь гору грехов и плохих качеств. So someone who is very bad but begins devotion, quickly they'll become purified. И поэтому, если кто-то очень плохой, но он начинает путь преданности, очень быстро он оставляет плохие качества. Quickly they'll attain perfection. И очень быстро достигает совершенства. No, like Gaurasundas, you see he's very skinny. Например, мы можем видеть, что Гаурасундар очень худенький. No, see, like Посмотрите, stick insect. как насекомое, как палочка. Right? But he goes to the gym, he's doing push-ups, Но если он пойдет в спортзал, начнет там отжиматься, he's drinking protein shake. Пить протеиновый коктейль. And after 2 days you go, ha, you idiot, what are you doing wasting your time going to the gym? Look at you. И после, I've seen toothbrushes with bigger muscles than you. но после 2 недель мы скажем, ты что, глупый, ты зачем ходишь в этот спортзал? Я видел людей, у которых гораздо больше мышц. That is not correct. И это неправильно. Why quickly he'll become big if he continues the process. Очень быстро он сможет нарастить мышечную массу, и вот это такой процесс. So it's not considered correct to criticize a devotee for their faults. Why quickly he'll become purified. То есть это неправильно критиковать преданных за их недостатки. Почему? Потому что очень быстро он может от них избавиться. Okay. And someone who is very good, very truthful, very honest, very clean, very polite, very well behaved, but who does not chant the holy name, he will go down. И даже если кто-то очень хороший, очень честный, очень чистый, очень вежливый, обладает всеми хорошими качествами, но если он не воспевает святое имя, то очень быстро он деградирует. But those good qualities have no value really. Потому что в действительности во всех этих хороших качествах нет ценности. These good qualities cannot attract the Supreme Lord. Эти хорошие качества не могут привлечь Верховного Господа. Only devotion can attract him. Только преданность может его привлечь. So Scripture gives the example like ornaments on a dead body. И Писания дают пример, подобно украшению мертвого тела. Apranasyeva dehasya id lokana ivaranjana. Imagine Katyani died. Представьте, Катяня умерла. Put lipstick on her, А мы возьмем, накрасим ей губы, makeup, нанесем макияж, dyed her hair nice, хорошо покрасим ей волосы, put some nice dress on, оденем ее в красивое платье, manicured the nails. сделаем маникюр на And ногтях, then we call mother and father, come and look how beautiful your daughter is. а потом позовем маму и папу и скажем, пойдите посмотрите, какая прекрасная у вас дочь. How would you feel? Что бы вы почувствовали? Would you feel happy? Вы почувствовали счастье? This is terrible. What? She's saying. This example is there. No? Да, есть такой пример в Писании. Why? No one looking at that dead body will ever feel happy. Никто не посмотрит на мертвое тело, никто не почувствует счастья от этого.
And she herself also cannot feel happy. Why? Because life has gone from the И body. сама Катяни тоже не сможет почувствовать счастье, потому что жизнь из нее ушла. So all good qualities in someone without devotion, that is useless, like ornaments on a dead И body. поэтому любые хорошие качества в любом человеке и бесполезны без преданности, точно так же, как бесполезно украшать мертвое тело. So Jarasandha had many good qualities, У Джарасанды было много хороших качеств, but he was completely opposed to Krishna. но он был абсолютно плохо настроен к Кришне. Therefore he is called demon. No? Поэтому его звали, он называется демон. So when Krishna killed their husband, both daughters went back to their father. Когда Кришна убил их мужа, этих двух сестер, они обе вернулись к своему отцу, Джарасандхе. So naturally, father became very angry. Естественно, отец очень разгневался. Who is this Krishna Smrishna? Кто это? Что это за Кришна смешно? I will finish him. Я его прикончу. So Jarasandha bought a huge army, huge. А Джарасанда купил большую армию. That army was like an ocean, Эта армия была подобна океану. 18 Акшахи. 23 akshahanas. 23 акшавахини. That's like 800 million soldiers. Это как 8 миллионов... 800 миллионов 800 солдат. million. 800 миллионов солдат. Huge. We cannot imagine this. Огромная армия, мы даже не можем представить. With 800 million soldiers, he attacked Krishna's city of Mathura. И вот с этими 800 миллионами солдатами он атаковал город Кришны. So, that army was like an ocean. Эта армия была подобна океану. Everyone became afraid. Все очень испугались. Krishna began to think. Кришна начал думать. Hanisyami balam hi etad bhuvi baram samihitam magadena samanitam vasayanim sarva bhubajam. I have come to this world also to destroy the demons. Я пришел в этот мир также и для того, чтобы уничтожить демонов. No. And Jarasandha has brought so many demons right to me. No? А Джарасанда сам привел ко мне стольких демонов, Like dial a pizza. No? как заказать пиццу. No need to go to the shop, they come to you. Не нужно идти никуда поесть ее, они сами приносят тебе эту So пиццу. Krishna was thinking, И Кришна думал, Etad ato vyataro yam bhubara haranyame. One of the reasons I have come is to remove the burden of the earth. одна из причин, по которой я пришел на землю, это освободить землю от бремени. So, as Krishna was thinking this way, two chariots manifested. One for Krishna, one for Balaram. И пока Кришна думал, проявились две колесницы, одна для Кришны, другая для Баларамы. Krishna called his personal weapons. Кришна призвал свои личные оружия, They stood before him like this. и они предстали перед ним, сложив руки. So the two brothers alone went out to fight. И два брата в одиночку отправились воевать. Jarasandha insulted Krishna. Джарасанда начал оскорблять Кришну. Tavaha magado viksha he Krishna purusho adama na tva yodam ichami baraneka lajaya guptena. Oh Krishna, you are the lowest of men. О, Кришна, ты самый низкий из людей. I will not fight with you, Я с тобой не буду драться, because you are a mere child. потому что ты по сравнению со мной как ребенок. You are a fool. Ты глупец. You murdered your own relatives. Ты убил своих собственных родителей. I will not fight with you. Я с тобой драться не буду. So Jarasandha abused Krishna. И так Джарасанда оскорблял Кришну. But goddess of learning made another meaning. Но The goddess of learning. богиня учености, она другое значение придала этим словам. Sanskrit is like that. Потому что санскрит, он такой. If you move syllable here and there, another meaning comes. Если немного переставить слоги местами, то приходит другое значение. So, Jarasandha shouted, but this came out another meaning. Джарасанда кричал, но когда это доходило до Кришны, оно приобретало другое значение. He meant to insult Krishna, but some other meaning comes. Он хотел оскорбить Кришну, но получалось совсем другое. Purusha Dhamma means lowest of men. Пуруша Дама означает низший из людей. But Purusha Dham means highest of all men. Но Пуруша Дама означает самый возвышенный из всех. Oh, so he meant to abuse Krishna, but some other meaning comes. Он хотел оскорбить Кришну, но получилось, что он его восхвалял. Oh, Krishna, you are a great personality. О, Кришна, ты великая личность. All other men are inferior to you.
все остальные люди занимают низшее положение по сравнению с тобой. No, I will not fight with you. Я не буду с тобой сражаться. Because balina means you are a child. Балана Balisha означает, means you are a child. Бальша означает ты ребенок. But another meaning, balena isha. Because great controllers like Brahma and Shiva are also your children, your Но servants. другое значение это то, что другие контролирующие большие, как Брахма и Шива, твои дети. I'm ashamed to fight with you because you are the Lord of all lords. Мне стыдно драться с тобой, потому что ты являешься Богом всех богов. I've lived a sinful life and am most unqualified to see you. Я жил очень греховной жизнью, и я не квалифицирован, чтобы встретиться с тобой. And I am blind, I cannot see who you really are. Like this. Я такой слепец, что я даже не вижу, кто ты на самом деле. So then Jarasandha challenged Balaram. Затем поэтому Джарасандха бросил вызов Балараме. Balaram abused him back. Баларам ответил ему, Before fight has to be some abuse. потому что перед битвой необходимо хорошенько друг друга поскорбить, подразодорить. Otherwise no taste comes in fight. Иначе в борьбе не будет вкуса. So Krishna and Balaram went in the middle of the army and began fighting. И Кришна и Баларам вышли на середину поля боя и начали сражаться. So the women of the city were watching. Женщины города смотрели, наблюдали. When they saw Krishna and Balaram alone going, they became struck with fear. Когда они увидели, что Кришна и Баларам в одиночку отправились сражаться, они очень испугались. So all demons threw their weapons at Krishna. Все демоны направили свое оружие к Кришне. Then Krishna began to fight. И Кришна начал сражение. So when he took the arrow, when he put on the string, when he pulled back, when he released the arrow, no one could see. So fast. И никто не мог заметить даже, как он брал стрелу, как он натягивал ее, натягивал тетиву на луке, как он отправлял стрелу в своих врагов, потому что он делал это настолько быстро. So there were millions of shlongs, horses, Там было миллионы слонов, лошадей, shlongov, human beings, soldiers. людей, солдат. Krishna finished all 600 million of them. И Кришна прикончил все 800 миллионов. There was, anyway, you can read all this. Rivers of blood, dead shlongs. Вы можете обо всем этом почитать. Там были реки крови, мертвые слоны. So this is nothing for Krishna. Для Кришны это ничто. But just by his glance destroys millions of universes. What glory is there in Krishna fighting with these guys? Потому что всего одним лишь своим взглядом он может уничтожить миллионы вселенных. Что для него посражаться с этими парнями? So Krishna and Balaram finished everyone except Jarasandha. Кришна и Баларам прикончили всех, кроме Джарасандхи. Balaram grabbed him by the hair, Баларам взял его за волосы. like as lion grabs an old elephant. Точно так же, как лев хватает старого слона. Balaram tied him. Баларам связал его. No, so much disrespect him in front of all the dead people. Он выразил такое неуважение к нему на глазах у всех. Balaram was going to kill Jarasandha, but Krishna stopped him. No. Баларам хотел было убить Джарасандху, но Кришна остановил его. Нет. And Krishna released him. И Кришна освободил его. No horse, Без лошади, no shoes, без обуви, no weapons, без оружия. no lunchbox, И даже коробку с обедом не дал. nothing. Ничего. So Jarasandha was super depressed. Джарасандха был в супер депрессии. 600 million soldiers killed and only he is surviving. 800 миллионов солдатов было мертво, и только он выжил. So, when Krishna came back in the city, all devotees were so happy. Когда Кришна вернулся в город, все преданные были очень счастливы. So Jarasandha was so much insulted. А Джарасандха был так оскорблен. So he went back and brought back another army. Он вернулся назад и затем пришел уже с другой армией. Each time the army was bigger, bigger. И каждый раз армия, так продолжалось несколько раз, и каждый раз армия становилась все больше и больше и больше. 17 times Krishna finished everyone except Jarasandha. 17 раз Кришна в сражении убивал абсолютно всех и оставлял только Джарасандху. 17 times he brought back a new army. И 17 раз Джарасандха приводил в ответ новую армию. Why ring the pizza shop every day? No. Почему? No need to call the pizza shop every day. No. И поэтому Кришне не нужно было вызывать как-то Продавца. курьера,
чтобы принес ему пиццу каждый день. Just say, you bring me every Monday. Он просто сказал, приносите мне каждый So понедельник. Krishna doing nothing, 17 times those armies came. Кришна ничего не делал, но 17 раз эта армия приходила. So on the 18th time, something astonishing happened. И на 18 раз произошло что-то удивительное. But it's also astonishing someone defeated 17 times and keep coming back. That's how much he hated Krishna. Но это также удивительно, что кого-то разбили 17 раз, и каждый раз он возвращался. Настолько он ненавидел Кришну. So on the 18th time, something most astonishing happened. И только на 18 раз произошло что-то очень удивительное. As if that wasn't astonishing enough. Как будто бы это, все, что было до этого, было недостаточно удивительно. There was another demon. Был еще один демон. His name was Kal Yavan. Его звали Кальяван. Yavan means meat eater, Явно означает мясоед. who have no kindness to anyone. Тот, кто не испытывает доброты никому. So he was king of the meat eaters. Он был царем мясоедов. Captain Kebab. Капитан Кебаб. He came from Turkey region, Turkey area. Он пришел из зоны, которая в Турции, около Турции. His father was Garga Rishis. Его отцом был Гарга Риши. So Garga Rishi had one son. У Гарга Риши был один сын. Garga Rishi, great devotee. Гарга Риши — это один великий преданный. He gave the name Krishna Balaram to Krishna Balaram. Он дал имена Кришна и Баларам, Кришне и Баларам. He mentioned there in the beginning of the Bhagavatam. Это упомянуто там в начале Бхагавата. So he had a son named Garga. У него было имя Гарга. Gargya. Гаргия. Отдал сына. У его сына было имя Гаргия. So Garga was insulted by Krishna's dynasty long time before. Гаргу оскорбила династия Кришны давным-давно. That time Krishna was not there. В это время Кришна еще не пришел. They called him a eunuch. Они назвали его Евнухом. Actually, someone else called him a eunuch and the others laughed. На самом деле кто-то другой назвал его Евнухом, но кто-то засмеялся. So he became very angry. И он очень разгневался. But the Vrishnis, Krishna's dynasty, were very powerful. Но династия Кришны была очень могущественна. So how can I make them fear me and И он respect me? подумал, как же мне сделать так, чтобы они уважали и боялись меня. So he went to the south. И он отправился на юг. He worshipped Lord Shiva for 12 years, Он поклонялся Господу Шиве 12 лет. eating powdered iron. И все это время он ел измельченное в порошок железо. If you want to know what that tastes like, just have some of Indu Mohan's bread rolls. Если хотите узнать, каково оно на вкус, просто отведайте немного хлеба инду мохана. 12 years he ate powdered iron. 12 12 лет years. он питался порошком из железа. So there was one, anyway, so he had one son У него был один сын. with the wife of a meat-eating king. Она была женой вот этого царя мясоеда. So that boy was very powerful. И этот мальчик был... его женой была вот... дочь... Sorry, I little bit confused. Garga had a child with the Gargi- queen of one meat-eater. У Гарги был ребенок, которая была царицей вот этого женой, вот этого царя мясоеда. And he'd been eating powdered iron for 12 И вот years. он ел вот этот железный порошок. And he got a blessing from Shiva. И он получил благословение от Шивы. So that child was born, Когда ребенок, и родился ребенок, iron kebab. железный кебаб. Very strong, very Очень powerful. сильный, очень могущественный. Not because his father doing so many Потому austerities. что его отец совершил столько аскез. So he was so powerful he could find no one to fight with him. Он был настолько могущественным и сильным, что он не мог найти с кем бы посражаться. Okay. Mother thought last night was strange. How about tonight? Мама вот у Нитирубы подумала, что вчера было странно, но что она подумает про сегодняшнюю? But this is Krishna's Leela, no? Но это Лила Astonishing. Кришны, они ошеломляющие. So Kalyavan was so powerful. Кальяван был очень могущественным. Everyone feared him, everyone. Все боялись его, абсолютно все. No one would even fight with him. Никто даже не решался с ним сражаться. Everyone just saw him and ran away. Все So, просто, когда его видели, убегали. so he was disappointed. И он был очень расстроен, разочарован. He could find no proper person to fight with. Он не мог найти достойного соперника.
So he met with the great sage Narad Muni. И он встретился с великим святым Нардой Муни. At first he wanted to fight with Narad Muni also. Сначала он хотел с ним посражаться, Narad Muni went, Hare Krishna. но Нарда Муни сказал: I'm vegetarian. я вегетарианец, I cannot fight with you. я не могу с тобой сражаться, But I will help you. но я тебе помогу. I know you want to fight with someone, Я знаю, ты хочешь с кем-то посражаться, but you can find no one to fight with. но ты не можешь найти достойного соперника. I will tell you the strongest person in the world at this moment. Я назову тебе имя самого сильного человека на земле в этот момент, на данный момент. Then Kalyavan became very happy. Кальяван очень обрадовался. Да. What's his name? Where he lives? Как его зовут, где он живет? Get out your notepad. Давай, доставай ручку, книжку What's his записывай. name? Как его зовут? Krishna. Кришна. What type of name is that? Что это за имя такое? Very strange name. Очень странное Krishna. имя. Кришна. Tongue goes up, down, sideways, this, that. Чтобы произнести правильное имя Кришна, нужно извернуть язык вверх-вниз, вправо-влево. Krishna means black also. Кришна также означает черный. It means also very attractive. И также означает очень привлекательный. His name is Krishna. Его имя Кришна. Where he lives? А где он живет? Mathura. В Мадхуре. No? Kalyavan from Turkey. А Кальявана, он из Турции. Mathura, where the hell's that? No. Мадхура, ты где это вообще? Oh, you go India. You know India? Yes, yes. Ты отправляйся в Индию. Ты Go. знаешь, где Индия? Да, да. Iran, Afghanistan, Ладно, Pakistan. через Афганистан, Пакистан. Keep going. Продолжал путь. Come down more south. Двигался все You дальше. get to на Delhi. юг, Delhi. достиг Дели. There it's only 3 hours by taxi. А потом еще 3 часа на такси. 150 kilometers from Vrindavan, from Delhi. 150 километров от Дели. That is Mathura. Там есть Мадхура. What? How you spell that? Как ты произносишь Mathura. Мадхура? Mathura. Got it? Понял? Mathura. Мадхура, да, Okay. понял. So what he looks like? А как он выглядит? Maybe there's many Krishnas. Может быть, там много Кришн. You know? Like you come to Russia. Who you want to meet? Ivan. Если вы приезжаете в Россию, с кем ты хочешь увидеться? Like immigration one. Who's your friend? Nastya. На Immigration asks you where you're staying. Как на паспортном контроле вас спрашивают, вы у кого остановились? Sasha, you know him? Sasha. Саша, знаете его, да? So maybe there's millions of Krishnas. So you don't know, no? Миллионы Кришн, он не знал. So you're asking everything. Krishna's name, Итак, он разузнал все, его имя, where he lived. где он живет. So Narad Muni completely described how Krishna looked. Нарада Муни в деталях описал, как выглядит Кришна. Oh, Krishna, very handsome, О, Кришна очень красив, dark complexion. у него темный цвет тела. He always wears a garland of flowers around his neck. Он всегда украшен гирляндой на шее из His цветов. eyes like a lotus. Его глаза подобны лотосу. He always wears the same thing. Он всегда одет в одно и то же. Some yellow pitamba, yellow cloth here. Желтая питамбара из желтой ткани. Very handsome. Очень прекрасный. He will satisfy you in battle. Он удовлетворит тебя в битве, He's so powerful. потому что он очень могущественный. Kalyavan became fixed. I will go to Mathura, I will meet Krishna, and I will fight him. Кальявана твердо решил, что я отправлюсь в Мадхуру, я встречусь с Кришной и сражусь с ним. Even demons, they can have no even idea of Krishna unless they meet the devotee like Narad. Даже у демонов нет никакого представления о Кришне до тех пор, пока они не встретят преданных. So Jarasandha came with his army of meat-eaters. Так Джарасанда привел свою армию мясоедов. No? Millions and millions of them. Там было их миллионы и миллионы. So now Krishna was in a problem. И сейчас у Кришны были проблемы. One side, Jarasandha coming, Потому что с одной стороны идет Джарасанда, Mr. Sandwich. And the other side, Mr. Kebab, both coming. а с другой стороны мистер Кебаб. И оба идут на него. How Krishna will fight with both at the same time. Как же Кришна сразится с ними двумя одновременно? So very astonishingly, Krishna ran away from Jarasandha. И удивительным образом Кришна сбежал от Джарасанды. No? Therefore, Krishna became known as Ranchor, И поэтому Кришна стал известен как Ранчор, one who runs away. тот, кто убегает. This is сбегает. normally a bad activity, to run На away самом from деле, fighting. сбегать с поля боя обычно считается очень плохим. But Krishna is independent. Но Кришна независим. He don't want to fight, he won't fight. Если он не хочет сражаться, он не будет So he ran сражаться. away from Jarasandha. И он сбежал от Джарасанды.
Jarasandha became very happy. Джарасандха очень обрадовался. Oh, Krishna very weak, I defeated him. Кришна очень слабый, я его победил. Which is foolish, no? So Jarasandha, he went away. Но это было, конечно же, очень глупо. И Джарасандха отправился обратно. And Kalyavan came with his army. А Кальявана отправился со своей армией. So Krishna went out alone this time. И тогда Кришна отправился один, в одиночку. No weapons, Без оружия no chariot. и без колесницы. So here describes what Kalyavan saw. И здесь описывается, что увидел Кальяван. Tvam vilokya viniskritam ujhanam ivodupam dashane atmanam shamam pita kosaya vasanam Srivatsa bhakshanam brajat kostubamat makadanam pritu diga chata buham nava kanjaranakshanam Nitya pramoditam Srimad Srikapolam Suchismitam Mukaravindam Vibranam Spuran Makarakundalam Vasudeva hi ayam iti pumam Sri Vatsalanchanaha Chatu Bujo Aravindaksho Banamalya Ati Sundaraha. Very beautiful Sanskrit, no? Очень красивый санскрит. How it dances, no? Lakshanam Nadada Prakti Nanyo Bhavitamarhati Nirayudas Charan Padyam Yotse Anena Niyudayaha Iti Nishchitya Yavanaha Pradavatam Paramukam Anvadava Jidiksamtam Durapam Apiyoginam. Very nice describe what Kalyavan saw. Очень красиво здесь описано, что увидел Кальявана. Krishna came out of the city like the moon rises from the horizon. Кришна вышел из города, подобно тому, как луна восходит с горизонта. Like full moon. Как полная луна. Full moon, so much illumination but so cooling at the same time. Луна, она нас очень сильно освещает, но в то же время сохраняет прохладу. Supremely attractive. Верховно привлекателен. Dark complexion. Темный цвет тела. Like rain cloud. Подобный грозовой туче. Wearing yellow silk garments. У него одежда из желтого шелка. Pita koseya basanam. Basana means cloth, so yellow cloth. Басанам означает одежда. У него была Krishna желтая has some одежда. special marks on him. Также у Кришны на теле есть особые знаки. Sribat's the mark of Lakshmi on his chest. У него есть знак Шриватса, это знак Лакшми на его Krishna have a груди. special jewel, the Kaustubha. А также у Кришны есть особое украшение Кауступа. No? His eyes were like a lotus, very long. Его глаза очень длинные, как лотос, лепестки лотоса. He had shark-shaped earrings swinging on his cheek. Также у него серьги в форме акул, которые покачиваются в его ушах. So the barbarian thought, this must be Krishna. И вот этот варвар подумал, наверняка это и есть Кришна. Described here, Krishna have 4 hands. Здесь описано, что у Кришны было 4 руки. Normally, always Krishna has 2 hands. Обычно у Кришны всегда 2 руки. But because Narad described him as 4 hands, Krishna came with 4 hands. Otherwise, the meat eater would not have recognized him. Но так как Нарада описал Кришну с 4 руками, Кришна проявил свой четырехрукий образ, иначе бы этот мясоед его не узнал. Kalyavan had the checklist, У Кальявана был список признаков. right? Yellow cloth, eyes like Желтая lotus, одежда, 4-handed, 4 руки, lotus кальян, garland, лотосная yellow гирлянда, what? Kaustubha jewel, some mark on his украшение chest. Кауступхи, знак Шриватса. That's him. Это он. So Krishna followed the order of Narad, otherwise the demon would not have recognized him. Кришна последовал наставлению Нарады появиться именно в том виде, в котором бы его узнал этот демон. Because Krishna came with no weapons, the demon also dropped his weapons and came to fight like this. И так как Кришна пришел к нему без оружия, демон также отбросил все свое оружие и хотел сразиться в рукопашную. Kalyavan also a great hero also. Кальявана — это тоже великий герой, But Krishna not fought with him. но Кришна с ним не сражался. Krishna ran. Кришна убежал, So Captain Kebab became very disturbed. и капитан Кебаб очень расстроился. I just walked 5,000 miles to fight with him and he's running away. Я 5000 миль прошел для того, чтобы с ним сразиться, а он сбегает. So Kalyavan began chasing. И тогда Кальявана за ним погнался. Even yogis cannot catch him. Даже йоги не могут его поймать. So how this meat eater would catch him? Так как же этот мясоед его But словит? it seemed every moment he's about to grab him, every moment. Но казалось, как будто бы каждый момент он вот-вот и схватил бы его.
But because Kalyavan's sins not destroyed, he could not catch Krishna. Но так как грехи Кальяваны были не разрушены, он не мог словить Кришну. Again and again, Kalyavan abused Krishna. Снова и снова Кальявана ругал Кришну. Palyanam yadukule jatasya navayochitam itiksipram anugato nainam prabhavashitaha. Oh, you took birth in the Yadu dynasty. How you can run? Shame on you, shame on you. Ты же родился в династии Яду. Как ты можешь сбегать? Стыдно должно быть тебе. Even though he insulted Krishna, Krishna did not mind. Несмотря на то, что он оскорблял Кришну, Кришна не возражал. Krishna ran into the mountains. Он убежал в горы. There was one big cave there. И там в горах была одна большая пещера. So Krishna ran in the cave and hid on the side. Кришна вбежал в эту пещеру и спрятался в сторонке. Why? In that cave another man was sleeping. Почему? Потому что в этой пещере спал другой What was человек. his name, Arjuna? И как его звали Арджуна? For $10,000 US. Вопрос на $10 000. I know. I know Я this. знаю, Мучакунда. ответ. Yes. Мучакунда. You owe me $10,000. Thank you. Я теперь должен дать Гурдеву $10 000. Muchakunda. Мучакунда. Great person. Великая So личность. he was sleeping in that cave. Он спал в этой пещере. So Krishna knew his history. That's why he did all this. No? Кришна просто знал всю эту историю Мучакунды и поэтому все это сделал. Muchakunda was also a great fighter. Мучакунда также был великим борцом. Even though he was a human being, he was so powerful. Несмотря на то, что он был простым человеком, он был очень сильным, могущественным. Even the demigods would come and request his help. Даже полубоги приходили, обращаясь к нему за помощью. Again and again they kept asking, come on, come on. So he became also tired. No? Снова и снова они к нему приходили, просили о помощи, и он от этого очень устал. Every time he pick up his japamala, Hare Krishna, Hare Krishna, hey, come on, help us. Каждый раз, когда он поднимал свою джапамалу и хотел почитать святое имя, кто-то к нему приходил и говорил: помоги нам. So demigods were happy with him. Choose 2 benedictions. И полубоги очень были довольны им, и они сказали: выбери 2 благословения. What would you ask for, Lena? Lera? Лера, чего бы вы попросили у Кришны, если бы... каких бы благословений вы бы попросили у полубогов? Huh? New washing machine? Новую стиральную машину? What? Ksenia, what would you ask for? Ксения, а вы бы чего попросили? Прозрение какого-то. Some vision, or to see more deeply. Spiritual vision. Regulations. Revelation. Kind Okay, not so bad. of. Не так уж плохо, Not so good also. но также не так уж хорошо. Muchakunda very intelligent. Но Мучакунда был очень разумным. What do you ask for in this world? Because at the time of death you have to lose it. Зачем просить что-то из этого мира? Потому что в момент смерти мы все равно это потеряем. So Muchakunda asked the demigod, tell me when Krishna will come again to the earth planet. Первое, что он спросил: скажите мне, когда Господь Кришна придет на землю? Demigods took out the Vedas, looked. Полубоги проверили все писания. He will appear in the 7th Manu, Он придет в 7-й ману, 27th, at the end of the 27th Dwapar Yuga. в конце 27-й Двапара-юги. That's billions of years away. Это было через миллиарды лет. Muchakunda, I cannot tolerate such a waiting for Krishna so long. И Мучакунда сказал: я не могу терпеть и ждать Кришну так долго. So he asked the benediction, I will sleep. И он попросил о благословении уснуть. And whoever wakes me up, burn to ashes. I want to sleep till that time when Krishna comes. If anyone tries to wake me up before, they will be burned to ashes. Он попросил благословения, чтобы уснуть до тех пор, пока не придет Кришна. И если кто-нибудь попытается разбудить его во время этого, то он будет тут же сожжен дотла. Nothing worse than when you're trying to sleep and someone like Singagriva all night. Нет ничего хуже, когда вы пытаетесь уснуть, а кто-нибудь, как Симхагрива, всю ночь храпит. So, the demigods would not wake him up out of fear of the curse. И полубоги, они не решались его разбудить из страха проклятия. So that was Muchakunda sleeping there, И вот там в пещере спал Мучакунда. covered by one blanket. Он был укрыт одним одеялом. Krishna knew that history. Кришна знал эту Of course, he's историю, God, he knows that. потому что он Господь, он знает все. So Krishna ran in the cave and hid on the side. И Кришна вбежал в эту пещеру и спрятался в стороне. And Muchakunda followed him. Not Мучакунда. Sorry.
Кальявана за ним в это время бежал. You rascal! Он думал, что... So long I chasing you, you sleeping here like some big sadhu? Я так долго за тобой бежал, а ты... Он подумал, что это Кришна, а ты здесь спишь в этой пещере. So very angry, he kicked that sleeping person. И, будучи очень разозленным, он пнул этого спящего человека. Which was who? И кто это был? Muchakunda woke up. Мучакунда проснулся By his looking at Kalyavan burned to ashes. и своим взглядом спалил Кальявану до тла. So Krishna killed Kalyavan without doing anything. И так Кришна убил Кальявану, ничего не делая. So Muchakunda woke up, no? И Мучакунда проснулся Then he saw Krishna. и увидел Кришну. So he remembered, he had the benediction, he would wake when Krishna come to this И он world. помнил, что у него есть такое благословение, когда он проснется, он видит Кришну. And here described what Muchakunda saw. И здесь описано, что увидел Мучакунда. So many descriptions of God in the Vedic literatures, В direct ведической descriptions. литературе очень много описаний Бога, прямых описаний. No, therefore we are not imagining anything. Поэтому мы ничего не изобретаем, ничего не воображаем. Again and again, Scripture describes how God looks like. Снова и снова Писание описывает, как Господь выглядит. Tvam alokikana shamam pita kosaya basanam. Again. Srivatsa bhakshanam brajat kostu bena virajitam. Chatu bhuja rochananam bhajayanti chamalaya. Charu prashana bhadanam spuran makara kundalam. Very sweet language. No? Очень сладостный язык. Anyone hear that become enchanted? Любой, кто слышит его, он Tam очаровывается. aloke ganasham. He was very astonishing black color. Его цвет, его темный цвет тела совершенно ошеломляющий. Ganasham. Ганашьян. Cloud in Sanskrit, ganasham. Грозовая туча на санскрите это Ганашьян. Gana means condensed. Гана значит свежий налетаю, то есть Шам, очень концентрированное. Шьян dark. значит темный. Like a rain cloud in the monsoon, when monsoon first coming, how much full of nectar, how much dark. Krishna looked like that. Как облако, когда идет муссон, вот оно такое же свежее налетое грозовое облако. Pita kosaya basanam, he have yellow cloth, like lightning. И его желтые одежды на фоне его темного тела подобны молнии. Srivatsa bhakshanam, bhaksha means chest, brajat. He have the mark of Srivatsa on his chest. На его груди у него есть знак Шриватса. Kostu bibena virajitam, he have the kostuba jewel around his neck. И также вокруг его шеи есть украшение Каустубха. Chatur bhuja rochananam, he have 4 very strong arms. У него 4 очень сильных руки. Vajayanti chamalaya, flower garland of different flowers. А также цветочная гирлянда из разных видов цветов. Charu prashna vadanam, his face very happy. Его лицо очень счастливое, Krishna always happy. потому что Кришна всегда счастлив. Fighting always, even he fighting in some wars, some very sweet smile is there. Даже когда он сражается в какой-то войне, все равно его лицо украшает сладостная улыбка. Kalyavan burnt to death, nice smile, Кальявана спалили дотла, он все равно улыбается. always sweet. Он всегда сладостен. So Krishna, even though running so far, still always peaceful. Несмотря на то, что Кришна бежал так далеко и долго, он все равно оставался умиротворенным. Spuran makara kundalam, shark-shaped earrings. Также его уши украшают серьги в форме акул. So, his beauty and youth were extraordinary. Его цветущая красота была удивительной. Even his walking extraordinary, like a lion. Даже его походка удивительна. Она подобна походке льва. So from Krishna's body, so much effulgence is coming. А также от его тела исходит такое сияние. So Muchakunda, he feeling this must be God. И Мучакунда подумал, наверняка это и есть Бог. Still not sure 100%. Но на 100% все равно не мог быть уверенным. So Muchakunda asked, И Мучакунда спросил, Ko bhavam iha samprapta? Dear sir, who are you? господин, кто вы? How you came to this cave? Как вы пришли в эту пещеру? I see your lotus feet are very soft, Я вижу, что ваши лотосные стопы очень like мягкие, lotus petals. подобные лепесткам лотоса. How you walked on the stony path? Как же вы прошли весь этот путь по твердым камням? Maybe you are the fire god. Возможно, вы полубог огня. Maybe you are the sun god. Может быть, вы бог солнца. Maybe you are the most powerful of all powerful beings. Возможно, вы самый могущественный из всех могущественных существ. Because maybe you are moon god.
Возможно, вы полубог Луны, because sun is so much light but burning. потому что Солнце, оно, конечно, источает сияние, но также и сжигает. So Krishna likes sun god, but at the same time so cooling like moon god. So he confused sun god, moon god. Богу Солнца, но он и сияет, и в то же время охлаждает, как Луна. Are you the king of the heavenly planets? Ты царь райских планет? Are you some demigod? Может быть, ты какой-то полубог? These persons also have extraordinary beauty. Потому что у всех этих личностей тоже совершенно удивительная No. красота. But finally he decided no. И в итоге он решил нет. Why? Because moon god, sun god only remove external darkness. Почему? Потому что Бог Солнца, что Бог Луны, они убирают только лишь внешнюю темноту. But seeing you, my inside darkness, that also going. Но когда я смотрю на тебя, моя внутренняя темнота тоже уходит. So Muchakunda now convinced this must be God, must be И Krishna. тогда Мучакунда твердо решил, это должно быть Кришна. But still have to check, no? Но все равно нужно проверить. So please tell me, who are you? Пожалуйста, скажи мне, кто ты? What is your name? Как тебя зовут? What is your father's name, your Как dynasty? зовут твоего отца? Из какой ты династии? As for myself, Что касается меня, I am the descendant of Ikshvaku. я посланник Икшваку. My father is Yovanaswa, Моего отца зовут Йованашва. and my name is И Muchakunda. меня зовут Мучакунда. No, this is, when you meet someone, hello, my name is Damana Maharaj, I'm from. Когда мы с кем-то знакомимся, мы должны сказать «Здравствуйте, меня зовут Дамодар Махарадж» и так далее. I'm sleeping a long time here. Я очень долго здесь сплю, No, just now someone woke me up, а сейчас меня кто-то разбудил, but he was burned to ashes. но он был спален дотла. Your effulgence is so much powerful. Твое сияние настолько сильное, I cannot even look at you properly. я даже не могу на тебя посмотреть как следует. Please tell me who you are. Пожалуйста, скажи мне, кто ты. So Krishna heard all these questions and smiled. Кришна слышал все эти вопросы и улыбался. Who am I? Кто я? Janma karma adibanani shantime anga sahasrasa. I have unlimited names, unlimited forms, unlimited qualities, unlimited pastimes. У меня бесконечное количество имен, бесконечное количество образов, бесконечное количество качеств, бесконечное количество игр. Even I cannot count them. Даже я не могу сосчитать их. After many, many lifetimes, someone may count the grains of sand on the beach. После многих-многих жизней все равно можно сосчитать количество песчинок на берегу How many pieces of реки. dust on the earth? Или можно сосчитать пылинки на земле. After millions of lifetimes, someone may count all the dust on the earth. Если провести миллионы жизней за этим подсчетом, то все-таки можно сосчитать количество всего. But no one can ever finish counting my names, my forms, Но my никто не qualities, может my сосчитать activities. мои имена, мои образы, мои качества и мои игры. But I tell you who I am now. Но я скажу тебе, кто я сейчас. Of course, Krishna is also eternal. All incarnations are Конечно eternal. же, все инкарнации Кришны, и также Кришна всегда вечны. Some time ago, Lord Brahma prayed, И какое-то время назад Господь Брахма молился. "Oh Lord, please protect religious principles. О Господь, пожалуйста, защити религиозные принципы. For that reason, I have descended onto the earth planet. По этой причине я пришел на эту планету Земля. I appeared in the Yadu dynasty. Я пришел в династии Яду. I am the son of Vasudev. Я сын Васудевы и Vasudev. Васудев. Therefore, people call me Vasudev. Поэтому люди зовут меня Васудев. I have killed Kalnimi. Я убил Kalnimi. Я убил Калними. That was Kamsa's past birth. Это было прошлое рождение Камсы. I have killed Pralambasur. Я убил Праламбасуру. O king, this barbarian has been burnt to ashes by your glance. О царь, этот варвар был убит, был сожжен дотла из-за твоего взгляда. Again and again you prayed to me, Снова и снова ты молишься мне. therefore I have now appeared before you. Ты молился мне, и поэтому сейчас я предстал перед тобой. I am very happy with your devotion. Я очень доволен твоей преданностью. I fulfill any desire. Я удовлетворю любое твое желание. O king, whatever you want, I will give you. О царь, чего бы ты ни захотел, я дам тебе это. One who has pleased me will never lament again. Тот, кто сделает мне, тот, кем я буду доволен, ему не придется больше ни о чем просить. Arjuna, Арджуна, what would you ask? чего бы ты попросил? New wife? Новую жену? You
ability to stay awake in class, возможность, такую способность не засыпать во время лекции, what would you ask for? чего бы ты попросил? Второе. So there's no small thing, no? Это не маленькая вещь. Supreme Lord can give you whatever you want. Господь может дать вам всего, чего бы вы ни попросили. It's like a big test. Это большая проверка. We get out our shopping list, no? Мы сразу же достали бы наш список покупок, Whatever you want, I give you. потому что чего бы мы ни захотели, Он бы мог нам дать. And only really Krishna can give you whatever you want. И в действительности только Кришна может дать то, что вы хотите. So Muchukunda became very happy. Мучакунда очень обрадовался. Finally, I'm seeing Krishna О, face to face. наконец-таки я вижу Кришну лицом к лицу. No? And he remembered the words of the demigods. И он помнил слова полубогов. In the 28th millennium, 7th Manu, Krishna will come. Через 28. через 8 миллионов лет в седьмой ману Кришна придет. No? Anyway. No need to explain. Мангантару. We can explain all that, but it takes too long. Мы могли бы все это объяснить, но это слишком бы долго заняло времени. So Mukunda very happy, he's seeing Krishna. Мучакунда очень обрадовался, он видел Кришну. So when Krishna asked him what you want, then Mukunda's prayer is very wonderful here. No? Когда Кришна спросил Мучакунду, чего ты хочешь, молитвы Мучакунды были изумительны. Okay, so hear carefully. No? Послушайте внимательно. Main part of tonight is Muchakunda's prayers. Самая главная часть сегодняшней лекции – это молитва Мучакунды. Oh Lord, О Господь! everyone in the creation bewildered by your illusionary energy. Все живые существа в Твоем творении сбиты с толку Твоей иллюзорной энергией. They do not know what is their real benefit. Они не знают, что является их благом. Ksenia, what's good for you? Ксения, что для вас хорошо? Что благо для вас? Don't know. Сложный вопрос. It's a hard question. Yes, no one knows. Да, Muchakunda потому что said the никто не same thing. знает. И Мучакунда говорит то же самое. In this world, no one knows what is their real benefit. No? В этом мире никто не знает, что является истинным благом. All are captured by illusion. No? Потому что все под властью иллюзий. If we are captured by illusion, how we could possibly understand what is beyond illusion? Если мы в руках иллюзий, как возможно понять, что хорошо, что плохо? They do not worship you, Они не поклоняются тебе. but instead they entangle themselves in family affairs. Но вместо этого они занимают себя в семейной жизни. Instead of making relation with Krishna, they make relation with husband, wife, Вместо того, чтобы children, развивать отношения с Кришной, они развивают отношения с мужем, с женой, с детьми, Prabhushka, с бабушкой, Dadushka, с дедушкой, Starushka, с дедушками, children, grandparents, all с this. детьми, с внуками и так далее. They don't know what is really good for them. Они не знают, что для них является благом. After a long time, somehow or other, they achieve the human form of life. После долгого времени, так или иначе, они достигают человеческой формы жизни. Labdo jano durlabam atra manusam katanchit avangam ayatno anangam. No? They achieve the human form of life. This morning we talked so much about it. Они достигают человеческой формы жизни. Сегодня утром мы очень много говорили об этом. Hey, what doing? Чем занимаешься? Listening to anything? Ты что-нибудь слушаешь? If you're sitting, you might as well listen. Если сидишь на лекции, значит нужно слушать. So one who gets the human form of life is so rare. Получить человеческую форму жизни – это большая редкость. This morning we talked about it for like 1 hour. Сегодня утром мы на протяжении часа говорили об этом. So they get the human form of life, but what do? They do not worship you, they engage themselves in И family когда они affairs. наконец-таки получают человеческую форму жизни, что они делают? Вместо того, чтобы поклоняться тебе, они заняты в своей семейной жизни и так далее. That is like an animal who falls into a dark hole. И они подобны животным, которые падают в темный сухой колодец. Oh unconquerable one, oh unconquerable О Krishna, непобедимый Кришна! I wasted my life. Я потратил свою жизнь впустую. So much time I wasted. Столько времени я потратил впустую, Because Muchakunda was a king. No? потому что Мучакунда был царем. Identifying the body as the real self, misidentifying the body as the self. Я отождествлял себя с этим телом. I became so attached to my wife, my Я children. стал так привязан my к своей wealth. жене, к своим детям, к моему богатству. I was always in anxiety. Я всегда была беспокоена. I thought myself to be great. Я думала о себе как о великом. But what is this body? Но что есть это тело?
No? This body is a bag of stool. No? Это тело это просто мешок с испражнениями. You take a piece of skin, Если взять кусок кожи, like sausage skin. No? как сосиска, You fill it full of pus, urine, начините его stool, мочой, испражнениями, saliva, соплями, слюной, mucus, saliva, Слизью. urine, stool, blood, кровью, fat. жиром, Put some hair on it. немного сверху волос Put it in the бросить, microwave. положить в микроволновку, 33.6 degrees. 36,6 градусов поставить. That's called a husband. Это называется муж. I dedicate myself to this body. Я идентифицировала себя с этим телом. I travel the earth surrounded by soldiers, Я путешествовал по миру, окруженный солдатами. bewildered by pride Я был сбит с толку своей гордостью, and always forgetting you. всегда забывая о тебе. I was always obsessed by thinking what should be done next. Я все время думал о том, что сделать потом, что сделать дальше. I was full of greed, Я был переполнен жадностью always delighting in sense enjoyment. и всегда погружался в чувственное наслаждение. I forgot about you, Я забыл о тебе, but you come in the form of death. но ты пришел ко мне в форме смерти. No. Like a mouse captured by snake, I am captured again and again by death. Как мышку поедает змея, я снова и снова был словлен временем Right, Ksenia? смерти. Так, Ксения? Making many plans for life. У вас, наверное, много планов на жизнь. Come on, tell the truth. Да ладно, скажите правду. Making many plans. I'm going to do this, I'm going to do this, then this. Много чего. Я еще вот это сделаю и это сделаю. Don't lie, everyone does. Все так. Making plans, Shamalata? Шимула, ты планируешь? Everyone making plans. Все планируют. No? But death also make his plan. No? Но смерть тоже планирует. So King very nice said, И здесь царь очень хорошо говорит. I would ride on elephants. Я катался на слонах, Everyone called me king. и все звали меня царь. But this same body has later become worm, stool or ashes. Но то же самое тело совершенно точно станет, будет пищей для червей. Червей. Stool. Оно- Испражнения. Испражнения. Червякам. То есть его будут поедать черви, и оно станет как Ashes. испражнениями. И также оно станет пеплом. Everyone's so proud. Все очень горды. I am so young. Я такой I молодой. am so beautiful. Я такой красивый. Can anyone give a class like Damana Maharaj? No. Кто-нибудь может давать лекции такие, когда я думаю, We all do. I am so intelligent. I am so handsome. Я такой разумный, я I такой am so красивый, wealthy. I я am такой so beautiful. богатый, я такой красивый. I know this. I Я know that. знаю это, я знаю то. But this body will become what? Но чем станет в итоге это тело? If you die in the forest, Если вы умрете в лесу, Venugopal, what will happen to you? что с вами произойдет, если вы умрете в лесу, Венугопал Прабху? You'll become stool. Вы станете испражнениями, Pigs and dogs will eat you. потому что свиньи и собаки вас едят, Body becomes stool. и вы выйдете в виде испражнений. If you die, they put you in the ground. Если вы умрете, то вас поместят в землю, Body becomes worms. тогда вас едят черви, If they burn you, и вы станете червями. А если вас сожгут, cremation, кремация, ashes. то вы станете пеплом. Everyone's so proud. I Все have this. очень горды, я есть, я то, я это. But this body become what? Но чем станет это тело? Одним из этих I conquered the whole world. я завоевал весь мир. I sat on a huge throne. Я сидел на большом троне. Everyone glorified me. Все прославляли меня. But when that great person goes to his wife's bedroom, he becomes like a monkey on a string. Но когда та же самая личность отправляется к себе в спальню, к своей жене, она становится как обезьянка, которую поманили. Just for some sex happiness, he become like an animal. Просто для какого-то сексуального удовольствия человек становится подобным животным. Like dog on a string. Sit, Или как собака Roll на over. поводке. Сиди, shake hands. дай лапу. So big man, but just for some sex pleasure, he become like that. Даже очень большие люди для полового наслаждения, половой жизни, они становятся как собаки на поводке. Bill Clinton, remember? Помните Билла Клинтона такого? What happened to him? Что с ним тут произошло? Remember? Помните? Monica Lewinsky? Моника Левинский? Everyone remember. Все помнят. I remember Gurudev would talk about it. Я помню, Гурудев об этом говорил. Gurudev always called him Bill Quintal.
Гурдев всегда называл его Билл Квилтон. Quintal. Квинтал. In India, quintal means 50 kilo sack of potato. А в Индии квинтал 100 kilo sack, yeah. это 100-килограммовый мешок картошки. That is quintal. Квинтал. Guru Maharaj said, it's so powerful, man. Гурдев Гуру Махарадж говорил, настолько могущественный человек. Whole world respect him. Весь мир его Whole уважал, world fear him. и весь мир его боялся. But what happened? Но что случилось? Some girl, young enough to be his own daughter, and he became like that. Одна девушка, которая годилась ему в дочери, просто соблазнила его. I remember a cartoon. Я помню мультик один, Bill Clinton was in the cartoon. там был Билл Клинтон. I control the whole world. Я контролирую весь мир. Then a voice from here. А там оттуда, из этого места, голос такой. I control him. А я контролирую его. Big hero in this world, but controlled by sex desire. He like a monkey on a string. Большие герои этого мира, которые контролируют их сексуальное желание, они как обезьянки на улице. And bewildered by pride, I am great. И они I am сбиты с толку supreme. своей I am гордостью. independent. Я великий, я верховный, я независимый. Bhavapavago brahmato yato bhavet bhavashi tadhi achuta sat samagamaha satsanga tadhi achuta satgado paraveshri praya jayatarati. Krishna, I am tired. Кришна, я очень устал. Why are you coming now? Почему сейчас ты пришла? 1.5 hours ago we called you. Мы тебя полчаса назад звали. So you forget us, we forget you. Ты нас забыла, и мы тебя забыли. So, the soul moving in this cycle of birth and death. Итак, душа в этом круговороте рождения и смертей. Sometimes up, sometimes down. Иногда она наверху, иногда она внизу. This morning we talk about that. Этим утром мы обо всем этом рассказывали. So Bhavagabago Brahmato Yato Bhavet. He moving in this cycle of birth and death. Итак, душа движется в этом круге рождения и смертей. But good fortune, you get the association of your devotees. Но по благой удаче она обретает общение с твоими преданными. When he associates with devotees, that time, attraction for Krishna awakens in the heart. И когда, благодаря общению с этими преданными, привлеченность к Кришне просыпается в нем. And he achieves liberation from birth and death. И душа достигает освобождения от рождения и смерти. How we know someone's cycle of birth and death is finishing? When they come face to face with the devotees. Как понять, что круговорот рождения и смертей закончился у какого-то человека? Тогда, когда он встречается с преданными. Right? Many people coming first time, right? Например, многие люди пришли сегодня первый раз. What name? Lerha. Лера. First time, right? Первый раз, да, Лера? Who is Krishna? What is Krishna? Кто такой Кришна? Что такое What Krishna Кришна? doing? Чем он What he занимается? looks like? Как он выглядит? What he spoke? Что он сказал? Why he spoke? Почему он это сказал? Many things hearing. Много мы слушаем. So night time you're going to go home. И сегодня вечером вы отправитесь домой. Krishna, Krishna. Smrishna. What was that? Что это было? Even you don't want, you'll be thinking of Krishna. Даже если вы не захотите, вы все равно будете думать о Кришне. Every time you see someone with guitar, you remember Singagriva. А если кого-то в следующий раз увидите играющим на гитаре, вспомните Симхагриву. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram, Ram. So when you meet with the devotees, automatically attachment for Krishna manifests. То есть как только мы встречаемся с преданными, естественным образом привязанность к Кришне проявляется в нас. Then with now material existence finished. И это значит, что сейчас материальному существованию пришел конец. Like a fan Как вентилятор or train. или поезд. Train going and they turn off the engine. Когда поезд едет, и они выключают двигатель. Still train goes 100, 200, 300 meters. Но после этого поезд все еще едет 100, 200, 300 метров. So someone meet devotee, hear about Krishna, their material existence finished. But still maybe some moving like that. Как только человек встречает преданных Кришны, все равно его материальное существование еще какое-то время двигается, но оно уже подобно поезду с выключенным двигателем. Оно все равно остановится. So what benediction I want? И какое благословение я хочу? Nakame anyam tavapada sevanat. I do not want anything except to serve you. Я не хочу ничего, кроме служения Тебе. Okay? I do not desire anything else. Я ничего больше не хочу. I understand all desire give only pain in this world.
Я знаю, что все остальные желания в этом мире дают лишь только боль и страдания. Oh Krishna, I am approaching you for shelter. Кришна, я молю тебя о прибежище. I am very tired. Я очень устал. Million of lifetime I suffer in this world. Миллионы жизней я уже страдаю в этом мире. My 6 enemies, lust, greed, anger, envious, madness, illusion, never give me rest. И мои 6 врагов, вожделение, злость, жадность, гнев, иллюзия и безумие, они никогда не покидают меня. No matter how much we serve them, always want more. Give me more. Неважно, сколько мы им служим, они всегда хотят больше и больше. No matter how much vodka I drink, want more. Неважно, сколько водки я выпил, я хочу больше. How much sex life, Неважно, want more. сколько у меня половой жизни, я хочу больше. Never give peace. Она никогда не оставляет нас Oh умиротворенными. Krishna, I take full shelter of you. Кришна, я хочу принять полное прибежище у I'm тебя. very tired. Я очень устал. I take shelter of you Я completely. хочу полностью принять твое прибежище. I have no other desire. У меня больше нет других желаний. Okay. So Krishna test Muchakunda. Кришна проверял Мучакунду. Can you plug this in? Можешь включить? Battery is dead. Это So- вот розетка. Krishna test Muchakunda, but Muchakunda not ask for anything. Кришна, Termos. Termos, what are you doing? вот сюда, вот Окей. сюда. А там розетка. I asked the wrong question. Спросил не того человека. So Krishna asked Muchakunda, what do you want? But Muchakunda not ask. Кришна спросил Мучакунду, чего ты хочешь? He not ask for anything else except Krishna's service. Но он не попросил ничего, кроме служения Кришне. Okay, so Muchakunda very intelligent. Мучакунда очень разумный. Krishna very happy with Muchakunda's answer. Кришна был очень счастлив ответом Мучакунды. Доволен ответом. Krishna said, "Oh King, Он you are сказал, supremely «О, царь, intelligent. ты верховно разумный, You are very pure. ты очень чист. Your mind was not overcome by material desires. Твой ум больше не придет к материальным желаниям. I tested you, Я проверял тебя, but the intelligence of my devotees never fails." но разум моих преданных их никогда не подводит. Okay. Even big yogis are not as purified as my devotees. Даже большие йоги не настолько чисты, как мои преданные. Okay. So Muchakunda wanted to be with Krishna, Итак, Мучакунда хотел быть с Кришной, but that would not be possible, no? но это было невозможно. Why Muchakunda from Sata Yuga? Почему? Потому что Мучакунда, он из Сати-юги, He was like 50-60 feet tall. и поэтому у него рост был 50-60 футов. How 50-foot Muchakunda would be with little Krishna, no? Как вот такой огромный Мучакунда может быть с маленьким Кришной? All Krishna's pastimes would be disturbed. И если бы так было, то все игры Кришны были бы, ну, So Krishna gave some это бы побеспокоило. like this. Okay, next life you come to me. Кришна так сказал, ладно, в следующей жизни ты придешь ко мне. Means you go do austerities, Это означало, что сейчас отправляйся, совершая аскезы, and at the time of death you come to me. и в момент смерти придешь ко мне. But Krishna not kept him as a personal associate. Но Кришна не дал ему положение личного. For that thing he спутника. have to wait for next lifetime. Для этого было необходимо ждать следующего рождения. Okay, so nothing more powerful than association of devotees. Нет ничего более могущественного, чем общение с преданными. Because only in association of devotees you can hear about Krishna. Потому что только в общении с преданными вы сможете услышать о Кришне. Therefore sadhu sang, sarva sastra koi, labamatra sadhu sang, sarva siddhi hoy. Even a moment association enough for complete perfection if you follow what you hear. Даже момент общения с преданными достаточен, чтобы достичь полного совершенства, только в том случае, если вы будете способны следовать наставлениям Вайшнавов. Vilasini, how many rounds today? Власне, сколько кругов сегодня прочитала? Terrible. Ужасно. She said you do 4. Ты же хотела 4 What are you doing all day? Чем занималась весь день? Criminal. Преступница. So if we meet devotee, try to follow their instruction. Если вы встретите преданных, постарайтесь следовать их наставлениям. Why? Their instruction is not for their benefit. Their instruction to us, that is for our benefit. Почему? Потому что их наставления не для их блага, а их наставления только лишь для нашего собственного блага. Samyak Rupanagamana iti sangha. To completely follow someone's advice
that is called Sangha. Если вы следуете полностью чьим-то советам, то это называется санга, общение. So in this world, nothing more rare, nothing more purifying than association of the devotees. Поэтому в этом мире нет ничего более редкого, нет ничего более очищающего, чем общение с преданными. So we should try to organize our life in such a way that always we get the chance to associate with the devotees. Поэтому мы должны устроить нашу жизнь таким образом, чтобы у нас всегда было общение с преданными. Okay. Any questions from the people? Есть вопросы? Yes, Tavarish. В 18 главе Бхагавад-гиты In 18th chapter of Bhagavad Да. Кришна говорит Арджуне, что я рассказал тебе все методы познания Бога, Krishna says to Arjuna that I told you about all methods of getting knowledge about God. а теперь забудь все это и предайся мне. Forget all this and just surrender. Означает ли это, что человек, который достиг уровня, Дальше. человек, который достиг уровня всегда думать о Кришне, может больше не повторять Махамантру? Does it mean that the person who achieved such a level that he can constantly think about Krishna, he can stop chanting Mahamantra? Нет. Krishna not said, give up my service. Кришна же не сказал, оставь служение мне. He said, give up everything else. Он сказал, оставь все остальное, кроме служения. Krishna never told Arjuna to give up my service. Кришна никогда не наставлял Арджуну оставить служение ему. Give up everything, just surrender to me. Просто оставь все и предайся мне. So after surrender, then comes service. No? После предания что приходит? Служение. Stavase Ruski. No? Сдавайся. After you surrender, then what I say you have to do. То есть после того, как мы сдались, что мы делаем? Мы делаем то, что нам велят. Right? The German captures a Russian. Например, если немец схватил русского, Stavase Ruski. сдавайся русский. Okay, walk to the prison camp. Хорошо, иди в лагерь для заключенных. Then he followed the instruction. И там он будет следовать тому, что ему скажет. Okay, so Krishna's final instruction that is most powerful. Наставление, самое последнее наставление Кришны, самое могущественное. Okay, Krishna gave many instructions in Bhagavad Gita, В Бхагавад-гите Кришна дает много наставлений. but final instruction is most important. Но последнее наставление самое важное. Right, Vilinki? Right? Маленький. Imagine I gave you 100 rubles, Представь, я тебе дам 100 рублей. and I said, go and buy me some kvass. И потом скажу тебе, купи мне квас. Okay, but when you're at the door, no, don't buy kvass, buy Coca-Cola. Но когда ты уже захочешь выйти, я тебе скажу, нет, купи мне не квас, купи Кока-Колу. What would you buy? Что ты купишь? Квас или Кока-Колу? That's right. Правильно. Imagine you went to the shop, then I called you on your phone. Представь, ты уже пошла в магазин, и тебе Курбек позвонил по телефону. No Coca-Cola, Rozhenka. Нет, не Кока-Колу, ряженки мне купи. What would you buy? Что купишь? Okay. So final instruction always most important. То есть последнее наставление всегда самое главное. Krishna in Bhagavad Gita give many instructions to Arjuna. Кришна в Бхагавад-гите дает Арджуне много наставлений. This morning we talked about the first instruction, Этим утром мы говорили о первом наставлении, Niskaram Karma Yoga. которое называется Нишкама Карма. Perform your duties without attachment Совершение деятельности без привязанности к результату. and offer the result to the Supreme. И предложение этого результата Господу. Afterwards, Krishna describes about the path of Gyan, Затем Кришна описывает часть гьяны, speculative knowledge. знания. After that, Krishna instructs about yoga. Затем он описывает йогу, метод йоги. Sit on a deer skin, Нужно сесть на оленью шкуру, straight, быть с прямой спиной, facing north, лицом на север watching tip of nose. и сосредоточить взгляд на кончике носа. Why? No eyes full open. Потому что глаза не полностью открыты и не полностью закрыты. Then Facebook attractive. Чтобы Facebook тебя не отвлекал. And no fully closed. И не полностью закрыты. Otherwise, like Arjuna. Иначе как Арджуна уснешь. So, half open, looking nose, Наполовину открыто, think of the super soul. сосредоточен на кончике носа и думать нужно о сверхдуше. But last instruction that is the most Но important. самое последнее наставление, самое важное. Give up all that. Оставь
оставь все это, отбрось все это. All other dharma, all other religion, Все это, всю другую дхарму, все другие религии, all other occupation, все другие профессии, all other identity. все другие I'm woman. самоотождествления. Я I'm женщина, mother. я мать. What's your job, Ksenia? Ксения, какая у вас работа? Кем работаете? Хранителем. Дизайнер. Is that your eternal occupation? Это ваша вечная профессия? No. So give that up also. Поэтому оставьте это тоже. I am this, I am Russian, I am this, Русский, I am that. This is all то, temporary. это все временно. Give that up and just surrender to me. Оставь все это и просто предайся мне. So that final conclusion, that is the most important. И поэтому последнее заключение самое важное. But Krishna never said, give me up also. Но Кришна никогда не говорил, меня тоже оставь. So service, that is eternal. Но служение Кришне вечно. That is called Sanatan Dharma, Это называется санатана the дхарма. eternal occupation of the soul. Вечная профессия души. That thing cannot be given up. Эту вещь невозможно отбросить. Even the liberated souls never give up the chanting of the holy names of Krishna. Поэтому даже освобожденные души никогда не оставляют воспевание святых имен. Aya muktakulas paritastam harinam samsayama. Even the liberated souls always chant these names. Даже освобожденные души всегда воспевают имя Кришны. Have you heard of Hanuman? Вы слышали о Ханумане? Хануман. Who is Hanuman? Кто такой Хануман? Обезьян. Бог это He's devotee. Это преданный. Is she married to that Thomas? Is she married to him? Вы замужем за этим тормозом? Don't do it. Не нужно, если что, то не выходите. Hanuman is devotee. Хануман это преданный. He liberated soul. Он освобожденная душа. His body is not Bizyani or half man, half human. No. Его тело не тело обезьяны или получеловек, I think полуобезьян. you're watching too many cartoons. Я думаю, что вы смотрите слишком много мультфильмов. He can take whatever form he like. Он может принимать любой образ, который ему понравится. He is perfected soul. Потому что он совершенная You have душа. spiritual body. У него есть духовное тело. You don't have material body. У него нет материального He тела. has no material connection. У него нет никакой связи с материальным. Even other liberated souls worship him. Даже другие освобожденные души поклоняются ему. But he cannot give up the name of Ram for a moment. Но он не может оставить имя Рамы даже на один момент. The gopis are always chanting, Govinda Damo Dharmadava. The gopis never give up the name of Krishna. Гопи никогда не оставляют воспевание имени Кришны. Okay? Понимаете? Name is so sweet. Потому что его имя так сладостно. So even in the stage of perfection, the holy name remains. Даже на стадии совершенства духовное имя остается. So name of Krishna is the practice, it is also perfection. То есть имя Кришны это и практика, и также это само совершенство практики. When you are practicing to achieve perfection, then you chant Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare. Когда ваша практика достигает совершенства, вы также будете воспевать Махамантру. And when you do achieve perfection, what will you do then? И когда вы достигнете совершенства, что вы будете делать тогда? воспевать. Чан Like Махамантру. Chaitanya Mahaprabhu, Как читание Махапрабху, like Nitaya, как Нитай, like Sri Advaita Prabhu, как Шри Адвайта. Gadadhar, Srivas, all, Rup Goswami, all Guru Varga always Вся chant. Гуру Варга всегда воспевают. So holy name is always there. Поэтому Святое Имя всегда с нами. Okay. In the spiritual world, they do direct seva. В духовном мире они совершают To Krishna. непосредственную севу Кришне. That time, напрямую. holy name is in background. В это время Святое Имя, оно как бы на фоне, фоном. На заднем. На заднем. На втором. But when Krishna is not directly present, then the holy name becomes prominent again. Но когда Кришна не проявлен напрямую, непосредственно перед нами, то его имя становится главным, преобладающим. Holy name always there. Но Святое Имя всегда остается. Anything else? Что-нибудь еще? Yes. У нас последняя была программа, и мы начали дискуссия у нас была. Надо ли изучать, ну так, очень досконально Бхагавад-гиту, если есть последние две главные шлоки. Last program we had discussion. Is it so necessary to, in all detail,
us to learn Bhagavad Gita if there are two final shlokas there. Like, maybe no need to learn all Bhagavad Gita. Still, devotees have done. Нет, так или иначе, преданные все это делают. Many devotees learn all Bhagavad Gita. Многие преданные изучили Бхагавад-гиту полностью. It's true, that last instruction is most important. Да, это правда, что два последних наставления самые важные. But to learn all the other ones is also a good thing. Но изучить все остальные наставления это тоже хорошо, It will strengthen devotion. потому что это даст силу в преданности. But of course, if you know the conclusion, you know everything. Но, конечно же, если вы знаете заключение, вы знаете все. Who is arguing? Кто спорил? Мы с Арджуной. Арджун? Yes, Arjuna did not want to learn any more verses. Да, потому что Арджун не хотел никаких стихов больше. But I know even those two verses he doesn't know, I know. Но я знаю, что даже эти два последних стиха он все равно не знает. Where is he? Он нас не знает. Но он знает. No, he doesn't. By heart. Where is he? Где Арджун? Chaitanya Mahaprabhu taught two devotees to the Mahaprabhu taught one devotee, one verse again and again to everyone. Махапрабху изучал тот. Повторял. Махапрабху Two verses, no? Махапрабху изучал снова и снова два стиха. Yeah? Or one. Или один. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatira. Translation? Повторение святых имен, повторение святых имен, повторение святых имен. Век кали, век кисор, лицемерие, воин. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Mahaprabhu taught that verse, everyone learned that. Махапрабху изучал этот стих. So who knows that knows everything. Потому что тот, кто знает этот стих, знает все. So holy name is the practice and perfection. Поэтому святое имя является и процессом, и целью. Like green mango and ripe mango. Как, например, зеленая манго и уже спелая манго. Mango is same. Манго одно и то же. In the stage of practice, it's like a green mango. На стадии практики мы подобны зеленому манго. And in stage of perfection, like ripe mango. А на стадии совершенства мы становимся как бы спелым манго. Okay, Tavarish, understand? Понимаете? So all should try to organize their life in such a way, always get sadhu-sangha. И все должны организовать свою жизнь таким образом, чтобы всегда быть в саду-санге, в общении с преданными. Why is she never coming for programs? Почему вы никогда не приходите на программы? Criminal. Преступница. Then your practices will be weak. И тогда ваша практика ослабеет. Always must come. Всегда нужно приходить. Don't say I have no time. Не говорите, у меня нет времени. For sleeping you always have time, right? Ведь поспать у вас всегда находится время, так? Eating you have time. Чтобы поесть всегда время For находится. passing stool every day you make time, right? Чтобы сходить в туалет каждый день тоже находится время. Da, Да. da. So sadhu-sang make time. Поэтому нужно уделять время и саду-санге. If you want to progress, if you want to develop. Если вы хотите прогрессировать, если хотите развиваться. Okay. Hare Krishna. Nice group here in Perm. Здесь в Перми очень хорошая группа. Must come to program. Нам нужно приходить на программу. Why? This is service. Почему? Потому что это служение. Service to Guru, service to Krishna. Служение гуру, служение вайшнавам. Okay. Haribol. Anything else? Что-нибудь еще? Вопросы? Yes? Кали-югу существует вкрапление золотого века. С какого времени считать начало этого? In Kali Yuga there will be some golden age. What time will it start? You missed it. Вы уже пропустили начало. When you were born, it finished. Когда вы родились, он уже закончился. They say like that 10,000 years after Mahaprabhu's appearance. Ну да, говорится, что через 10 тысяч лет после явления Махапрабху. And you can see, no? И можете видеть. 20 years ago in Russia, no name of Krishna. 20 лет назад в России никто не знал о Кришне. No Tulsi. Никаких тулси не было. No one doing Ekadasi. Никто не совершал Экадыш. She does Ekadasi? Ксения? Вы следуете? No, this one. Not doing. Следуйте Экадышу. Must do Ekadasi. Нужно следовать Экадышу. Eating grains on Ekadasi, same as eating cow. Потому что поедать зерно в Экадыше это то же самое, что поедать Ну корову. да. Вы знали это? Same as drinking. Это
То же самое, что пить алкоголь. Same as abortion. То же самое, All что these things. сделать аборт. Все Same эти as killing вещи. your parents. То же самое, что убивать своих родителей. Don't eat grains on a Не ешьте зерновые на экадыше. You have to do very carefully. Нужно очень внимательно следовать этому дню. Okay? Хорошо? Там календарь. So they say, anyway, but just look, now since 20 years, how much Russia changed. Мы можем подумать, что все как было, так и есть. Но вот посмотрите, как за 20 лет изменилась Россия. So every house, many houses, so many books, Везде очень so много many книг, devotees. очень много преданных книг. Golden age. Это и есть золотой век. Yeah, but have to take advantage of it. Но также нужно извлекать из этого преимущества. Okay? Everyone? Okay. Anything else? Что-то еще? Кто-то хочет спросить? What's her name? Как вас зовут? Нитяшри. Nityasri. Jai Sri, Nityasri. У нас есть Джай Шри, Нитя Шри. Anyone Sri Sri? Кто-нибудь Шри Шри есть? Any questions more? Вопросы есть еще? Okay.